Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. На запись данного видео меня вдохновил один из комментариев, оставленных под видео о полезных привычках для семейного бюджета. Сегодня поговорим на тему, где и как можно хранить свои финансы, если даже их сумма невелика. На данном этапе для нашего семейного бюджета я рассматриваю 3 формы, где можно хранить деньги. Первое – это наличные. Вот в моем денежном органайзере часть конвертов у меня заполнена наличными банкнотами, а также имеются дубликаты. Сейчас я их найду. Вот, например, в данном конверте вот 200 рублей, это идет не настоящая банкнота, а дубликат из магазина приколов. Вот эти деньги, которые располагаются в этом конверте, они у меня находятся в электронном виде и располагаются на карте. Так как это как минимум удобно, потому что вот эти вот основные конверты, продукты питания, покупка всего необходимого для содержания домашних питомцев, продукты, оплата обязательных платежей, они осуществляются с помощью банковской карты через приложение, что очень удобно и практично в нашем современном мире. Но также часть денег еще располагается вот наличка, например, конверт развлечения и еще многие другие конверты. Тут у меня финансы располагаются в наличном виде. Первый вид для хранения денег это идут наличные. Вот они у меня как раз и представлены в конвертах моего денежного органайзера. Следующий способ, как хранить свои деньги, это являются банковские счета. Данный подход у меня будет конвертом с ежегодными накоплениями и также долгосрочными. Например, конверт от. Как только будут накапливаться более большие суммы, кроме того, что я буду отмечать с помощью своей вставки, сколько было накоплено, то есть контролировать, фиксировать свои успехи, еще я также планирую из этого конверта деньги переводить на банковский счет, для того, чтобы там еще эти деньги собирали дополнительный процент, и плюс они будут располагаться в электронном виде на банковском счете. Это будет применяться второй способ для хранения денег. Третий способ – это идет инвестирование. У меня есть конверт инвестирования. Сюда я вношу каждый месяц на распределение деньги, которые потом уже перевожу на свой брокерский счет и покупаю либо акции, либо облигации. Но это только новый инструмент, я еще учусь им пользоваться, но он также является одним из способов для хранения своих финансов. И в перспективе данный способ он должен начать приносить дополнительный стабильный доход. Вот эти 3 основных способа сейчас использую я. Вообще мой подход заключается в следующем. То, что чем больше разных разнообразных мест и способов для хранения финансов используется для семейного бюджета, ну и не только семейного, но и личного, тем получается более надежно и безопасно. Очень важно, когда мы размещаем где-то свои деньги на хранение, рассматривать, как быстро мы сможем их извлечь в случае возникновения какой-то непредвиденной ситуации. Например, те деньги, которые находятся в инвестициях, они оттуда извлекаются достаточно долго, и быстро это сделать не получится, потребуется время, чтобы продать свои ценные бумаги. Произошло перечисление денежных средств на брокерский счет, потом с него нужно их вывести. На все это требуется время. Поэтому всегда лучше иметь какую-то подстраховку. Что касается вкладов, то вклады тоже бывают разные. Где-то можно извлекать деньги в любой момент, но там ставка идет меньше, а где-то нет. Вообще в идеале иметь несколько вкладов. Благо система денежных конвертов это позволяет, потому что много разных целей, много разнообразных конвертов, и можно для каждого конверта подобрать разнообразные вклады с разными условиями. И третий способ это наличные. Тут деньги извлекаются вообще максимально быстро. Взял, открыл свой органайзер, залез в конверт, достал денежные банкноты и использовал их для тех целей, на которые они потребовались. Поэтому, например, и мой конверт представитель резервного фонда «Подушка безопасности», он у меня представлен как наличными, так и представлен с помощью денег, размещенных на карте. То есть идет возможность в случае необходимости быстро взять наличные суммы, если потребуется, либо взять деньги, которые находятся в электронном виде. Но пока они у меня еще на вкладе, но подразумевается, что они тоже где-то будут у меня собирать свой процент. И еще хочу сказать пару слов. Вообще рынок, он очень быстро перестраивается, и нужно уметь понять себе вот эту способность адаптироваться и быстро перестраиваться, смотреть, изучать, какие новые механизмы возникают, какие новые способы, и стараться обмениваться опытом. И тем самым появятся новые способы в каждой семье, как можно более надежно
надежно сохранить те финансы, которыми семья уже обладает, и обеспечить больший уровень безопасности. Конечно, существует намного больше разных способов, где и как можно хранить деньги, но я рассматриваю именно по нашему бюджету. И хочу еще сказать пару слов, например, о таком методе хранения, как криптовалюта. Но все-таки я считаю, это не хранение, это такой рискованный очень инструмент, он подходит лишь определенным людям, которые готовы рисковать. Мое отношение к криптовалюте такое, то что это очень рискованный инструмент для того, чтобы заработать, и также способ для того, чтобы транспортировать свои деньги за границу, за пределы нашей страны. Но это что касается именно валюты, которая является зеркальным отражением доллара, евро, всем известный USDD. И второй инструмент для хранения является золото. Но здесь нужно, чтобы бюджет был достаточно большим для того, чтобы можно было так хранить деньги. А так инструменты достаточно рабочие, и почему бы и нет? Почему бы немножко золота не хранилось бы дома? Тоже достаточно надежный и безопасный способ для хранения своих финансов. С увеличением размеров накопленного капитала, конечно же, я буду изучать еще, какие методы существуют для того, чтобы сохранить те суммы, которые были сэкономлены, накоплены, заработаны. То есть главное это адаптироваться, приспосабливаться и изучать те возможности, которые открываются перед нами. А какие вы методы для хранения финансов считаете наиболее безопасными и надежными для семейного бюджета? Поделитесь своим мнением, пожалуйста, в комментариях под данным видео. Спасибо вам за просмотр, желаю вам всего доброго, чтобы ваши финансы приумножались, надежно сохранялись и были в безопасности. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующих видео. Пока-пока!